Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынках, какие движения, какие новости и что ожидать сегодня на вечерней сессии. Начнем с ковид-мониторинга. Здесь все отлично. Значительный прирост количества вакцинированных в день. В США уже почти 2 миллиона, в мире почти 7 миллионов в день прививается. С такими темпами скоро проблема ковида она сойдет на нет. Но тогда появятся новые проблемы, что делать с той золой, с теми руинами, которые остались после ковида. Так, консолидированный Запад ввел сегодня санкции против России, именные санкции против конкретных лиц. И, соответственно, эти санкции, они, наверное, не настолько жесткие, как это изначально предполагалось. Так, друзья, давайте на секундочку в телеграм-канал. Здесь вот данные по поводу газа. EIA опубликовала, всего лишь на 1% за 2020 год упала добыча в Соединенных Штатах. То есть это очень мало. То есть по идее, с учетом того, что происходит на рынке нефти, должно было быть более существенное падение. Однако в случае с газом этого не произошло. Так, вот очень интересная реакция со стороны Китая пошла. Китай обвинил Центробанки Запада в надувании глобального финансового пузыря. Когда такие заявления начинаются, тут либо совсем дела не очень хорошо идут и начинают искать, на кого переключить, возложить ответственность, либо будет какой-то торг, я так предполагаю, возможно даже и то, и то. С одной стороны и дела идут не очень хорошо, мы это видели по китайскому PMI производственному, и плюс параллельно там, наверное, какие-то хотят что-то обсудить и уже заранее выдвигают определенные предъявы для того, чтобы вот это самое обсуждение, оно более в пользу Китая прошло. Давайте перейдем к графикам. Baltic Dry дневной таймфрейм. Здесь идет снижение уже пятую или шестую сессию подряд. 1650, но пока, тем не менее, он до критических значений не спустился. Тем не менее, здесь пошел тренд на снижение. И снижение Baltic Dry стоимости морского фрахта, это универсальный индикатор перевозок, говорит о том, что экономика она может присесть мировая. Так, друзья, далее NASDAQ, дневной таймфрейм. Сегодня у нас NASDAQ несколько хандрит. Но тем не менее, если на часовой график перейти, здесь ничего такого страшного не происходит. Локальную поддержку, которая 13400, 13380, он не пробил. Если он ее не пробивает, то здесь у нас сформировалась разворотная формация. И судя по тем движениям, которые были вот в этом диапазоне, у этой разворотной формации цель движения будет вот сюда, вот на 13875. Если здесь пробой происходит, то мы уходим тестировать. Вот здесь у него сильная поддержка, это 13050, 12970. Поэтому вопрос удержания вот этого диапазона, если он удерживается, все нормально, разворачиваемся к верхней границе и наверх. Так, далее S&P 500, это SFD на фьючерс. Здесь после вчерашнего роста идет консолидация на достигнутых значениях. Но согласитесь, с учетом того, что и так на хаях, сразу 2 дня подряд роста, для этого нужны какие-то очень весомые причины, которых на текущий момент пока нету. Если переходить на часовик, здесь ситуация, она несколько схожа с тем, что происходит на NASDAQ. Есть у нас диапазон по S&P 3860, 3870. Вот этот вот диапазончик здесь. Если этот диапазончик на сегодня, на завтра с утра не пробивается, то мы идем сначала тестировать на пробой 3915 и потом на 3940-950. Если здесь будет пробой, то наиболее вероятно цель движения будет на 3810. И дальше, скорее всего, будет удержание. Но в том случае, если все-таки пробой 3790-3770, то там уже начинается более серьезная, более существенная коррекция. На текущий момент, я думаю, более вероятно либо удержание, либо движение к верхней границе, пробой и попытка роста. Пока торгуемся в этом диапазоне. Так, далее индекс доллара DXY, сегодня его уже смотрели, на дневном таймфрейме идет сейчас коррекционный откат.
Здесь мы до сильного уровня не дошли, но на самом деле цель здесь была 91.23. Эту цель сделали, и поскольку дальнейшее движение на сильный уровень не получило развития, то весьма вероятно, что если не будет сегодня уже пробития 91.1, мы отсюда пойдем двигаться вот сюда, вот к этой нижней границе, которая 90,15. Вот сюда вот. Опять же, если здесь не возникнет сегодня либо завтра с утра пробоя. Фактически здесь можно сказать, что индекс доллара он развернулся, и вероятно движение все-таки будет вот сюда. Опять же, обращаю внимание, это процесс вероятностный. Если здесь возникает пробой, то следующая цель движения 91,5 и попытка закрепиться на этом значении. Так, далее VIX. Но VIX нам показывает на то, что все-таки рынки выдохнули, ничего страшного, судя по всему, не произошло. Здесь наиболее вероятно сейчас повторение вот этой траектории уже отлаженной. То есть сейчас движение на лои, потом какое-то время, 2 недели пребывания в этом диапазоне, и потом следующее резкое движение — это конец марта, начало апреля. Вот, на самом деле, я думаю, где-то середина апреля что-то такое должно произойти. Опять же, обращаю ваше внимание, я не пророк, я могу ошибаться, это мое видение. Может быть, он и завтра улетит наверх, такое тоже вполне вероятно, хотя с моей точки зрения никаких сейчас предпосылок для этого нету. Здесь, если как бы наблюдать те процессы, которые в нем происходят, какое-то время он должен для выполнения различных целей со стороны хедж-фондов, возможно, отдельных крупных игроков, проболтаться, проторговаться вот здесь вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее давайте немножко отклонимся. Вот по Сбербанку очень интересная ситуация сейчас складывается. Так, ну вот переходя на его график, на часовой, здесь что примечательно. Вот отсюда может вполне сегодня или завтра развиться движение, целью которого будет 282, и в случае закрепления дальше он пойдет делать перехай. Это произойдет в том случае, если сразу отсюда развивается движение сегодня или завтра, или в том случае, если в результате коррекционного отката не будет пробито 277, 276 и 4. Вот этот диапазончик, он защитный. Если он не пробивается, даже сейчас идем вниз, то, соответственно, все равно отсюда будет отбой и дальнейшее движение наверх. Вот сейчас вопрос в том, как будет преодолено 282. Если 282 цепляемся, начинаем торговаться, либо сразу выходит большой объем и продолжается рост, то мы получаем движение сегодня-завтра на то, чтобы сделать исторический перехай по Сбербанку. Вот. Картина здесь очень интересная. Там особенно структуры сделок, которые в нем происходят, вот, вполне как бы могут из него сделать такую коротенькую ракету. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, смотрите, там пока ОПЕК перетирает туда-сюда, здесь по сути вот у нас поддержка, которая 62,5, она сработала, и дальнейшее движение, проседание, оно не пошло. Для нефти это достаточно позитивный момент, хотя вот здесь рисуется страшная фигура, которая ее вполне может опрокинуть на 51,5. Так, переходя на часовик с дневки, вот сейчас идет поджатие к уровню 64, как только здесь возникает пробой, а сейчас, судя по всему, предпосылки для этого они есть, сразу у нас импульс движения первый на 64,92, и в случае закрепления здесь пойдем тестировать и пробивать 66,23, вот этот сильный уровень, который уже давно у нас укрепился, и он достаточно долгое время себя оправдал. Так, если сейчас не будет пробития, то в этой ситуации пойдет коррекционный откат. Цель этого отката будет 63,3. И в том случае, если все-таки здесь будет пробой, тогда мы получим повторное тестирование 62,5. В настоящий момент больше факторов указывает на то, что здесь будет либо сразу пробой движения наверх, либо будет консолидация в диапазоне 63,3-64 с последующим уходом наверх. Возможен короткий прокол и движение на 62,82, но если это движение быстро завершится в течение часа-двух,
возвратом в этот консолидационный диапазон, то отсюда мы пойдем выше. Сейчас как бы все факторы указывают на то, что нефть более вероятно будет отскакивать и двигаться вот к этой цели 66.25. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Поскольку индекс доллара вроде бы нарисовал движение вниз на ослабление доллара, то, соответственно, такая ситуация, она неминуемо будет золото толкать вот сюда на 1752-1754 в этот диапазон. Соответственно, вот это движение нарушается, если будет пробой и проторговка 1720-1718. Пока здесь все факторы указывают на движение вверх. То есть это связано с, во-первых, с тем, что здесь очень хороший закуп произошел в этих местах. И с тем, что индекс доллара и золота, они как бы обратной корреляцией обладают. Вот, и поэтому сейчас движение, вероятно, пойдет сюда. Но опять же помним, 1720-1719, если здесь пробой, то оно пойдет тестировать уже, наверное, даже 1700, возможно, пониже. Потому как вот этот цикл движения вниз, он до конца не произошел. То есть золото должно было просесть на 1695-1690, и тогда бы вот этот отбой, он был бы убедителен. Поскольку такого не произошло, то здесь, скажем так, вот этот рост в силу обозначенных причин, связанных с движением капитала, индексом доллара, он наиболее вероятно произойдет, но он, скорее всего, будет не столь быстрым и достаточно таким рваным. Так, друзья, далее евро-доллар, но смотрите, ударились в 1,2, на уровень устоял, и отсюда сразу пошел отскок, ложный пробой. Сейчас на текущий момент, вот если мы консолидируемся в этом диапазоне, не уходим ниже 1,2020, то движение вот в рамках этой консолидации 1,2020 и 1,2095 приведет к тому, что завтра, послезавтра будет пробой 21.05 и движение с целью сходить на 21.74. Вот сюда, вот здесь у нее есть цель. Опять же, обращаю внимание, если здесь будет пробой, тем паче еще раз прокол и движение ниже 1,1970-1980, то весьма вероятно здесь уже мы по золоту идем на 18.56. Вот сюда, вот на это значение. Вот. Пока как бы больше факторов указывает на то, что будет здесь консолидироваться, и потом, чуть попозже, завтра, послезавтра, возможно, будет движение, сначала попытка потестить 1,2103, и когда здесь пробой произойдет, движение наверх. Вот. Сейчас наиболее вероятно движение в этом диапазоне 21.01, 1,2030, вот здесь вот. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, сегодня феерическое движение было. Вот ударились вот в эту волшебную зону, поддержку. Но, на самом деле, конечно, движение было мощное. Я вот до конца не был уверен, что оно в таком объеме произойдет. Но здесь как бы два фактора ключевых, с моей точки зрения. Первый фактор — это то, что санкции оказались не такой жестью, как предполагалось. Это раз. И второй фактор, с моей точки зрения, кто-то под это дело набирает рубли для покупки российских активов. Вопрос только кто? Это реальные иностранные инвесторы или это нереальные иностранные инвесторы? Но, разумеется, если это нереальные иностранные инвесторы, то они это делают, скорее всего, в ожидании того, что где-то к лету, наверное, или в июне-июле, возможно, уже будут более суровые санкции со стороны Соединенных Штатов. Но здесь по поводу ожидаемых санкций хочу сказать, что, скорее всего, ситуация и в дальнейшем она будет в вялотекущем режиме развиваться. Потому что американцы не проявили должную суровость. Вот. Но они вполне понятно, капиталисты, они эгоисты по своей сути. Если им не мешают, особо не создают проблем, они будут, конечно, там за что-то мстить, бороться за права людей, как того и предписывают все либеральные демократические ценности, но по сути каким-то решительным действием, как показывает историческая практика, если там не будет реально какой-то угрозы, они, наверное, просто так переходить не будут. То есть у них сейчас выжидательная позиция, что там произойдет внутри этого загадочного ларца на протяжении там полугода или года.
Так, друзья, далее часовой таймфрейм рубль-доллар. Ну, смотрите, вот он этот диапазон, который 73.63, 73.67. Вот он здесь всецело рубль-доллар удержал. Были коротенькие проколы, здесь все выкупалось. И сейчас, соответственно, то есть фактически проторговка идет вот в этом диапазоне, это 73.9, 73.67. Если возникает повторное движение вниз с пробоем 73.61, то сразу будет наиболее вероятно движение, цель которого будет сходить вот сюда, вот на 73.32. Здесь давнишняя цель оставлена, которую он пойдет отрабатывать. Если сейчас, сегодня, завтра, послезавтра не будет повторного движения с целью пробить вот этот диапазон, то мы здесь консолидируемся и идем к верхней границе на 74. Говорить о каком-то росте доллара сейчас, в текущих условиях, если не будет пробит уверенно вот этот диапазон 74-74.1, это тоже магический диапазон, я думаю, преждевременно. Поэтому сейчас на вечер, я думаю, наиболее вероятно это движение отсюда. Цель этого движения закрытие в районе 73.92, где-то вот так вот. Так, друзья, ну и вот завтра планируется размещение ОФЗ традиционное по средам. Ну, здесь, судя по всему, достаточно более или менее оптимистичный взгляд на размещение. В 2 шага это будет делаться. Ну и, соответственно, если как бы процесс идет в надлежащем направлении, то это будет поддержка для рубля против доллара и евро. Еще раз обращаю внимание, с моей точки зрения, вот то, что сегодня было по движению рубля против доллара и против евро. Евро это, с одной стороны, классическая ситуация, когда покупай на ожидании, продавай на совершении. И с другой стороны, это может вполне означать, что под этот процесс, под эту процедуру произошел набор, ну, может быть, рублей, может быть, рублевых активов. Вот. Но вот в Сбербанке там прослеживались очень мощные сделки. То есть вполне вероятно, что Сбер в ближайшее время погонит на перехай. Опять же, процесс вероятностный. Может будет, может не будет. Те рамки, те условия, когда это может произойти, я вот в этом видео в начале по Сберу обозначил. Все, друзья, спасибо за внимание. Всего наилучшего. Если понравилось, подписывайтесь на YouTube и Telegram канал.